Для того, чтобы рассчитать, как раскроить и сколько нам кашкарсе, в данном случае я пояс буду обрабатывать из кашкарсе. Не из основной ткани, а из кашкарсе. Мы складываем брюки в зеркальном отражении друг с дружкой, совмещая наши средний шов задней половинки, боковой шов между собой и передний средний шов скалываем для того, чтобы нам измерить. Я, конечно же, изначально измерила нашу длину по верхнему срезу брюк. Почему? Потому что в процессе пошива трикотаж в поперечном направлении очень хорошо вытягивается. И мы можем в процессе пошива это уже изменить нашу длину. Поэтому, как только я раскроила, я записала эти данные, и они у меня сохранены. Но если вдруг мы не измерили, нужно сложить брюки, еще раз повторюсь, и измерить, сколько у нас идет. От среднего шва измеряем нашу длину. Сами брюки не натягиваем, а в таком свободном покое. У меня идет 55. 55. Это в половинчатом виде. 55 умножаю на... Я уже сделала, конечно, расчет. 55 умножаю на 2. Общая длина у нас будет 110. И при раскрое из кашкарсе мы вычитаем 15%. Можно 20, в зависимости от рыхлости, растяжимости, от качества кашкарсе. У меня средняя растяжимость, я возьму 15%. Минус 15%. Получается так, что мы должны длину кашкарсе раскроить 93 сантиметра. Я уже раскроила, заутюжила пояс. И он у нас получается, что 93 сантиметра. Если так рассудить, вот я сложу сейчас брюки. И он получается где-то на 10 сантиметров короче. Но так как кашкарсе у нас тянется, и это достаточно на посадку. Шириной я раскроила на пробном перераскрою кусочки, сложила резинку, перегнула и посчитала, сколько же нам надо. У нас получится, что строчка втачивания практически на ребро эластичной ленты, ну плюс-минус 0,2, и плюс на шов втачивания пояса. То есть получается, резинку шириной у меня 4,5, я ширину пояса раскроила 13. В процессе заготовки заготовлю, посмотрю, если что, основим. Мне нужно его соединить, пробить петли под шнурок и уже потом заготавливать эластичной лентой. По поводу эластичной ленты. Эластичную ленту можно заготавливать, а именно нарезать по-разному, в зависимости от степени ее растяжимости. В данный момент у меня такая вот тугая эластичная лента, и я взяла минус 40%. То есть получается, наша же длина по верхнему срезу брюк 110, и делаем минус 35%. Так как у меня тугая эластичная лента, я сделала 35%. Если лента такая вот рыхлая, тканая или вязаная бывает, то можно делать смело минус 40%. Я сделала 35%, и у меня получилось 72 сантиметра. Эластичную ленту я раскроила, и получилось у меня 74 сантиметра. По сантиметру прибавила на соединение. То есть я буду сейчас ее закреплять между собой. Можно зигзагом, но мне не особо нравится зигзагом, то есть состыковать срезы. Я люблю нахлест. Сейчас закреплю, и можно уже смело будет заготавливать. Но для начала мне нужно заготовить пояс. Находим середину. Еще раз середину за минусом шва.
и еще середину. Всегда из кашкарсе середину отмечаем на обоих сторонах. Это очень важно при соединении, потому что кашкарсе может по-разному натянуться. Вот у нас середина. В одну сторону откладываем 3 сантиметра. В другую сторону откладываем 3 сантиметра. Это будет у нас петли. В зависимости от того, какой у нас шнурок, ширина шнурка довольно-таки широкая, 1,5 сантиметра. Значит, я должна разделить, где же у нас будет отстрочка по поясу. Вот я сейчас вот так вложу. Вот у нас, допустим, будет строчка шва притачивания пояса, да? Вот. Значит, это у нас расстояние идет 5 сантиметров. Нам нужно под шнурок где-то минимум 2,2. Получается так, что мне нужно будет где-то сверху 1,2, отделочная строчка, плюс 2,2, и как раз где-то остается на 1,2. Вот наша будет отделочная строчка от верхнего перегиба пояса 1,2, от шва втачивания будет 1,2 до отделочной строчки, когда мы будем прокладывать. А вот это вот будет наша петелька. Я сейчас должна пробить петельку, получается, вот в этом вот нашем промежутке. Другую сторону то же самое отмечаем. И 1,2. Я сейчас сделаю петлю длиной 1,5 сантиметра, чтобы у нас влезал шнурок. Но данное место я сейчас усилю дублерином и пробью петельку, и начну заготавливать пояс. Ну вот пояс мы заготовили, петельки я пробила и разрезала. Изнутри усилила дублерином трикотажным, соединила на оверлоке, шов заутюжила. Далее нам нужно еще раз найти середину пояса, отметить, уточнить, и еще середину пояса. И нам нужно сейчас его заготовить с эластичной лентой. Эластичную ленту концы обязательно опаливаем, чтобы они не осыпались. Я ее закрепила кольцом. И сейчас мне нужно ее сюда вставить и закрепить на машинке, на прямострочной машинке, близко к краю самой резинки. И шить я буду ее буквально узкой лапкой. Нужно шить или односторонней лапкой, или более узкой лапкой, чтобы строчка попала как можно ближе к ребру эластичной ленты. Для закрепления пояса берем одностороннюю лапку, но это у промышленных машин. У бытовых машин она идет как лапка для притачивания потайной молнии. Или одностороннюю лапку, или лапку, чтобы было как можно узкое расстояние от боковой стенки. У меня вот эта вот лапка, я ей все шью. И молния, и резинки, чтобы как можно ближе пришивалась. И буду ей шить. Резинку укладываем прямо в ребро заутюжки пояса. Впритык в ребро. И желательно, чтобы строчка была крупная. Это у нас в качестве закрепления. И здесь мелкая строчка, а именно стандартная, не нужна. Хочу пояснить, вот для чего мы отмечали с двух сторон. На меловку середина переда или середина спинки.
или середина задней половинки. Почему? Потому что может по-разному закрепиться. А тут мы видим намеловку и уже контролируем ее, и можем их сопередить. Ну все, я начинаю шить, и когда я соединяю такие вещи, можно сколоть булавочкой, но я привыкла не скалывать. Когда я шью такие вещи, а именно с двумя слоями, большим пальцем нижний слой ткани держу, не даю подсаживать рейки. Краем лапки упираюсь как можно ближе к ребру эластичной ленты. Вот она уже может уйти, намеловка, но мы ее фиксируем, не отпускаем ей разгуляться. Вот у нас получился вот такой вот пояс, и нам сейчас нужно его равномерно распределить, резинку, которая внутри у нас закрылась, равномерно, чтобы распределилась. Можно сколоть булавочками, но нужно и так распределить красиво, равномерно. Натягиваем, и она сама станет куда надо и как надо. Вот. После того, как мы равномерно распределили нашу резинку, где мы отмечали середину пояса, желательно уже здесь их сколоть между собой булавочками, чтобы уже резинка не гуляла и зафиксирована была, пока мы не проложим отделочную строчку. И благодаря булавкам они будут, резинка будет зафиксирована и никуда не денется до тех пор, пока мы не проложим отделочную строчку. Все, закрепили в 4 местах: по переднему среднему шву, по заднему среднему шву и по боковым. И теперь нам нужно сделать намеловку. Намеловку уже мы делаем, исходя из нашей ширины шнура и исходя из того, что мы пробили петли. Сделаю просто контрольную намеловку, чтобы, когда шить, ориентироваться. Есть ограничительные линейки, тоже очень удобно. Я все хочу купить, но думаю, что, наверное, надо купить, потому что все время обходилась без нее, все делала на глаз. Но сейчас понимаю, что, наверное, надо. Ну и начинаем прокладывать отделочную строчку и закрепляющую строчку с резинкой по нашей намеловке. Я начинаю со стороны петель. Немножко слегка растягиваем нашу резинку перед прокладыванием строчки. Вот мы проложили, и вот сразу даже видно, что после того, как мы проложили строчку по резинке, и она вытянулась, пояс у меня стоит вот таким вот домиком. Сейчас мы проложим чуть ниже, и они выровняются, верхний срез и по шву ближе к середине пояса тоже проложится строчка, и они будут ровные. И следующую намеловку мы делаем, уже отталкиваемся от нашей строчки. Здесь уже, как мы помним, делаем 2 и 2, так как
ширина шнурка у нас довольно-таки широкая, чтобы он там хорошо сидел, чтобы ему там было комфортно. Ну, сделаем 2 сантиметра, да, и остается у нас, так, если мы сделаем 2, и остается у нас 1,2. Так, сделаем 2,1, чтобы навиловка была равномерно распределена. Также отмечаем по всей нашей длине. Шнурок я буду вставлять потом, потому что если я сейчас вставлю сюда шнурок и буду прокладывать отделочную строчку уже со вставленным шнурком, высота шнурка заберет объем и будет неравномерное распределение ширины пояса. Ну все, сделали намеловку. И сейчас то же самое прокладываем закрепляющую отделочную строчку по поясу. Здесь я тоже хочу закрепить по боковым, по нашим контрольным линиям, чтобы резинка не гуляла. Закрепить для стабильности. Ну вот он уже видно, что растянулся после отделочной строчки. И я сейчас его должна отутюжить, отпарить, чтобы он в какой-то степени после утюга сел на место. И уже соединять с брюками. Но вот эти вот припуски, которые у нас для притачивания пояса, нужно проверить, ровные ли они. Если неровные, то остановить. Здесь вроде у меня ровненько, ну, чуть-чуть немножко вот здесь вот есть неуравненный срез. Я сейчас вот это вот остановлю и буду уже притачивать с брюками. Ну вот и готов у меня пояс. Смотрите, проложила строчку, вдела шнурок полностью. Ну, в принципе, резинка вытянулась. То, что мы измеряли, она где-то сантиметров на 5 увеличилась по длине. Вот. Так, в принципе, мне даже больше нравится изготавливать пояс из кашкарсе. И довольно-таки туго. Нормально. Срезы обметала. И припуски заутюжила. Вот. Брюки у меня готовы. Я могу смело уже отдавать заказчику. И она будет носить с удовольствием.